проект FDF. Постараюсь уложиться в час. Итак, сначала обсудим общий план проекта. Я написал план, чуть подготовку сделал, чтобы побыстрее все это было. Итак, план проекта. Первым делом нам надо прочитать из файла эту карту. Карта, если вы еще кто-то не знает, карта выглядит вот так вот. На этой карте каждая цифра это z, а положение этой цифры это ее x и y. К примеру, вот эта цифра, это имеет x3, y3. Грубо говоря, если начинать с 1, если с нуля, то 2, 2. Вот. Или вот это, например, 4 и 2. x2, y4, z0. Вот. Соответственно, нам надо считать эту карту z-координат. Вот, с этого и начнем. Итак, в каком формате будет сохранена эта карта после чтения? Я предлагаю сохранить ее в формате двумерного массива цифр сразу. Вот. Записать эту карту двумерного массива цифр предлагаю сразу в структуру. Здесь я уже создал заранее структуру. В эти файлы получил в библиотеке. Так, структура будет содержать следующие вещи. Ширину карты, высоту карты и z-координаты. Эти две служебные цифры, служебные переменные мы рассмотрим чуть позже. Итак, начнем с того, что создадим файлик. Итак, к этому моменту я надеюсь, что разжевывать каждую строчку уже нет необходимости, скорее всего, большинство вы уже просто поймете. Я постараюсь передать общую суть и буду печатать и говорить в разное время, чтобы потом ускорить просто, как я набираю. Этого чтения заключается в следующем. Вы можете потом сами это еще здесь посмотреть. Первым мы должны получить количество строк, количество цифр в строке. Вот, потом выделить память, используя эти две цифры. То есть количество строк это, соответственно, количество строк в нашем новом массиве цифр, и количество цифр в каждой строке это то же самое, что здесь. Вот. После этого надо будет из файла все считывать и разделяя сплитом и потом переводя с помощью ATOI в цифры, записать все это в наш двумерный массив цифр. Итак, хорошо, начнем. Создадим переменную структуры. И выделим под нее сразу память. И будем сразу считывать из нашей функции, которая занимается чтением из файла, и запишем информацию сразу в эту переменную. Теперь переходим сюда. Так, первым делом нам надо получить данные, то есть высоту, ширину поля, после этого выделяем память. Да.
Итак, я думаю, что здесь все. Сейчас мы попробуем протестировать, какие-то ошибки вылезут, сразу исправим. И так, что здесь произошло? Мы получили высоту файла, ширину файла, выделили сразу память под него, как помните в стэйр-сплите. Выделили память под каждую строчку, под массив строчек, под каждую строчку, а потом сразу записали. Значит, вот тут. Потом записали, то есть в этой функции происходит запись. Здесь мы дробим строку сплитом и записываем, переводя это в цифры. В принципе, все. Так, давайте вернемся в main и попробуем. Вернемся в main. Попробуем распечатать. Хорошо, файл считан, все произошло без ошибок, никаких проблем вроде не возникло. Я не знаю насчет ликов, проверять не буду, вы, я думаю, с ними разберетесь и без меня. Итак, следующим шагом, вернуться к нашему плану, следующим шагом, после чтения мы должны написать функцию, которая может соединить две точки между собой на открытом окне с помощью библиотеки minilibx. Здесь, в принципе, алгоритм описан, это все будет в комментариях. Сейчас создадим опять-таки файлик. Функция, что нам здесь понадобится? Давайте даже назовем ее скорее вот так вот. То есть функция будет заниматься тем, что соединяет две точки между собой на карте. Итак, для этого нам понадобится так, здесь все должно быть float. Так, сначала надо вычислить, сколько нужно сделать шагов. Допустим, наш x и y такие координаты. X, y, например, 1, 1. И вторая точка это, допустим, 3 и там 12. Итак, если мы должны высчитать теперь, сколько шагов должна сделать каждая, сколько нам нужно сделать шагов по каждой координате. Для этого просто их отнимем сначала. Итак, теперь у нас, допустим, получилась разница. 12 минус 1 это 11. 1 минус 3, наоборот, 1 минус 3 это 2, 3 минус 1 это 2, а здесь 12 минус 1 это 11. Так, теперь нам нужно за каждый проход цикла распечатывать
пиксель, но шаг никогда не должен превышать 1 пиксель, чтобы у нас не было больших разрывов. То есть, например, здесь получается, что y должен увеличиваться в 5 раз быстрее, примерно в 5,5 раз быстрее, чем x. При этом мы не можем написать, чтобы x увеличивался на 1 пиксель, а y увеличивался сразу на 11, на 5,5. Мы будем увеличивать y на 1, а x будем увеличивать настолько, насколько получится после, то есть на 11, в 11 раз меньше. Да? Давайте высчитаем это. То есть нам надо разделить каждый этот шаг x. Нам нужно разделить на максимальное число, да, то есть в нашем случае это 11. То есть нам надо найти максимальное. Для максимального я использую обычно директиву define. Это как тернарный оператор. Максимум AB. То есть это, в принципе, все. У меня подсвечивается, потому что у меня такая директива уже обрядана в любви, я назову ее 1. Оставлю здесь, чтобы у вас было перед глазами. Так, нам надо поделить на максимальное из них, каждое. Окей, но так у нас не получится. Почему? Потому что когда мы перезапишем вот это значение, высчитаем и уже перезапишем это, то здесь это значение уже будет обновленное. Нам надо воспользоваться старым. Поэтому давайте дадим новую переменную. И теперь все должно быть ровно. Но представьте, что если точки поменены местами, тогда эти значения будут отрицательными. Но нам, тем не менее, надо делить все на 11, а не на 2. Хотя 2 больше, 2 будет максимум. Поэтому нам надо находить максимум не по значению, а по модулю. Поэтому надо создать функцию, которая будет находить модули. Это можно сделать с помощью функции. Либо точно так же с помощью директивы define. Я предлагаю воспользоваться директивой define. Так, ну теперь нам нужно только что поставить пиксель на поле в цикле. Здесь пока ставим поле пустым. Сейчас подумаю, что туда поставить. Так, значит, цветов давайте пока просто скопируем отсюда. Так. И надо увеличивать каждый ход x и y. Ну, по идее, это все. Теперь давайте подумаем, как остановить. Остановить надо тогда, когда этот x все-таки дойдет до x1 и y1. То есть, когда они сравняются, грубо говоря, тогда можно будет уйти. Я предлагаю сделать таким образом. Так, но
чтобы наверняка уж он установился грамотно, я предлагаю округлять его до интеджера, тогда, как только он приблизится достаточно, чтобы их разница округленная точно составляла 0, то цикл остановится. И я думаю, что y тоже следует проверить. Я думаю, что можно попробовать запустить. Выйдем сюда и просто попробуем нарисовать какую-нибудь линию. А чтобы открыть окно, надо воспользоваться вот этими вот функциями. Просто скопирую отсюда. В принципе, можете сделать то же самое. Окей, отлично. А вот зачем здесь были как раз эти служебные переменные. Эта переменная хранит, грубо говоря, ссылку на эту ссылку на окно. Это служебные переменные, я думаю, даже не стоит разбираться, углубляться в эту тему. Просто знаете, что эти две переменные необходимы этим функциям. То есть это просто для того, чтобы знать, в какое окно выводить пиксель. В принципе, это все, особо тут разбираться не будем. Итак, мы запустили, проинициализировали окно, открыли окно. Здесь просто его размер по x и по y. Здесь его имя, что будет в заголовке у этого окошка. Вот. Это нужно для того, чтобы вот как раз бонусную часть выполнить. Это нужно для того, чтобы не закрылся это вот бесконечный луп, который не позволяет после того, как все один раз распечатал, сразу закрыться. Он распечатает и будет их держать открытыми. Да, теперь мы можем вызвать нашу функцию Брезенхейма. Давайте ее. Давайте, допустим, 10, 600, 300. Да. Для того, чтобы скомпилировать проект, мы воспользуемся вот этими фреймворками. Можете тоже скопировать. Два фреймворка. Так, то есть подключаем нашу библиотеку LibFT, библиотеку mini-libx и фреймворки. Компилируем. У вас этого выскакивать не должно, это просто у меня на компьютере. Включаем карту. Да, наша линия отрисовалась. Значит, все прекрасно отработало. Так, закрываем. Так, а теперь у нас есть основа. Мы можем читать из файла. В принципе, это я уже закрою здесь. Менять уже ничего не будем. Мы можем рисовать линию. Здесь я более подробно остановился. И теперь нам осталось отрисовать карту. В принципе, не так уж и много. Давайте создадим функцию, которая будет этим заниматься. Как раз ее и назовем draw. Итак, здесь как раз таки о чем я говорю дальше в плане, да, это функция, которая отрисует все линии. Нам нужно отрисовывать линии как бы буквами G. Я зря закрыл карту, давайте ее снова открою.
То есть нам нужно рисовать между каждой точкой, между соседними, между этой и этой, между этой и вот этой. То есть буквами Г. Итак, мы пойдем буквами Г. В каждой точке мы отрисуем букву Г, кроме крайних. У крайних отрисуем только так, чтобы не выходить за пределы карты. Итак, поэтому здесь мы вызываем для x, y и x плюс 1, y. Это значит, что мы рисуем сейчас горизонтальную. Теперь надо рисовать вертикальную. Да, то есть теперь здесь эта точка та же, x тот же, а вот y на 1 больше. Соответственно, это уже вертикальная линия. Так, я думаю, что можно попробовать запустить. Так, попробуем. Да, это белое пятно, это и есть наш FDF. Почему он такой маленький? Потому что мы печатаем с расстоянием в 1 пиксель. То есть, естественно, это все слилось в одно пятно. Чтобы этого избежать, нам надо добавить небольшой зум. Как мы можем это сделать? Я предлагаю сразу добавить переменную зум в нашу структуру. Прописать ее сразу здесь, до вызова. Скажем 20 для начала. И давайте здесь сразу этим воспользуемся. То есть перед тем, как распечатывать, мы каждую умножим на зум. И тогда давайте здесь выделю. Так, мы каждую из них умножаем на зум. Давайте проверим, что получилось. Так, карта, в принципе, рисуется, да. Ну, без этих краешков, с этим мы чуть позже разберемся. Так, теперь давайте добавим цвета, чтобы было понятно, где вообще что-то выступает. Потому что пока мы рисуем в 2D формате, вообще непонятно, где там Z больше, где меньше. Вообще уже включится координата Z. Так, цвета я предлагаю тоже создать переменную цвет сразу в структуре. Здесь мы ее пропишем. Наш цвет должен зависеть от z-координаты. Соответственно, нам надо получить z из нашей матрицы z. Я думаю, что здесь можно сразу прописать z-координаты тоже, чтобы было проще с ними работать. Как получить оттуда, да? Вот у нас есть матрица этих z, и связанные с ними x и y. То есть давайте в карту вернемся. То есть, чтобы получить этот z, надо поставить просто сюда ее x и ее y. То есть начиная с нуля, да, если x у нас 3, 4 в данном случае 0, 1, 2, да, x2, y2, то z будет 10. Поэтому мы просто в эту матрицу поставим y и x. Да, сначала y, потом x, потому что у нас сначала выбирается номер строки, а потом номер самого этого. Но видите, мы не можем, потому что у нас флоуты, надо округлить до интов. И то же самое для z1. Итак, теперь в зависимости от этого z мы добавим цвета. Цвет будет равен в зависимости от z. Если z больше, чем 0, тогда у нас будет цвет красный, давайте, да? Здесь у нас есть цвета, примеров цветов, вот красный и белый. Давайте добавим красный, красный
А если нет, то белый. Вот этот. Окей, идти, да, мы просто поставим наш кол. Окей, давайте попробуем распечатать. Может получится. Так, у нас segmentation fault. Почему так получилось? Давайте разбираться. Вот почему. Потому что если мы дошли до края вот этого, да, то мы не можем взять оттуда y плюс 1. И если мы здесь дошли, то x плюс 1 не можем взять. Поэтому нам надо либо сделать так, да, либо нам нужно отрисовывать, поставить это график. Я думаю, сразу. Да, надо здесь добавить уменьшение, то есть я вылезал за пределы карты. Но я думаю, что все понятно, просто не сразу угадаешь. Итак, мы добавили 2 ифа, чтобы когда x плюс 1, чтобы вот это условие не вылезало за пределы карты. И здесь то же самое. Итак, значит, z мы добавили. Давайте посмотрим, как все получается. Да, все отрисовывает. И теперь мы можем видеть в 2D формате. Вот это выделено, где z положительное, выше нуля. Итак, но теперь нам остается к нашему плану. Мы уже отрисовали карту. Теперь мы должны добавить 3D формат. Давайте добавим 3D формат. 3D формат. Здесь у меня есть формулы для него. Вот эти две формулы нам понадобятся. И в принципе все. Давайте добавим 3D. Я предлагаю, что эти две формулы вынести в отдельную функцию. И напишем. Окей, нам надо заменить все эти цифры и при этом их как-то еще вернуть эти значения измененные. Поэтому я предлагаю принимать их по памяти, по адресу и изменить прям внутри этого адреса. Окей, давайте ставим сюда формулы. Так. Так, соответственно, надо их разыменовывать здесь все. Так, угла у нас никакого нет, я предлагаю пока просто какой-то стандартный написать. Синус и косинус встретятся, потому что у нас не подключена, наверное, библиотека. Отлично. Так, все работает. Теперь давайте вызовем эти две функции и отправим туда наш x, y, z. И для второй пары координат. Отлично, давайте проверим, как это теперь работает. Никак не работает. Так, ну у нас здесь забыта единичка, давайте отправим, допустим. Да, все отрисовывает. Единственное, да, вот эти части белые. Давайте это тоже поправим. Добавим сюда z или z1. Еще раз проверяем. Да, все, классно, отлично. Итак, теперь мы можем перейти к бонусной части. Я добавлю один бонус, который будет передвигать по карте. Давайте это сделаем. Это происходит у нас здесь, в этой функции. Эта функция принимает ключ, который ему отправит
MLX hook и отправить туда то, что мы хотим. Мы, в нашем случае, интересно отправить туда нашу дату. Я предлагаю здесь написать, а здесь написать не void, а fdf. Ну так, прекрасно. Теперь мы можем изменить какие-то параметры внутри fdf здесь и вызвать снова нашу функцию отрисовки. Итак, давайте сначала выясним, какие ключи вообще можем запустить. Как это можно сделать? Нам надо узнать, какой ключ относится к какой клавише. Либо можно поставить таблицу, либо можно запустить и понажимать. Он их распечатывает. Единственное, надо добавить сюда новую линию. Давайте перекомпилируем. Я нажимаю вверх, вниз, вправо, влево. Проверяем наши ключи. Вот они, вверх, вниз, вправо, влево. Отлично. А теперь нам просто их надо добавить, если ключ равен вверх, то мы должны поменять значение смещения. Смещение я добавил вот здесь, да, нам надо перенести его в нашу структуру. Давайте добавим отлично. Вот. И давайте здесь понажать. Да, сначала здесь поменяем. Итак, а здесь мы будем его менять. Итак, нам надо поменять дата. Shift Y, потому что это кнопка вверх, значит надо смещение уменьшать. Сразу на 10 единиц. Соответственно, теперь если ключ у нас совпадает вверх-вниз, то мы, соответственно, смещение увеличиваем. Так, если ключ совпадает справа, то мы уменьшаем смещение по x, если слева, то мы увеличиваем смещение по x. Вот. И после этого мы можем перезапустить. Единственное, если мы так сделаем, то у нас не сотрется старое значение. Давайте посмотрим. Мы будем двигать, и у нас будет накладываться. То есть надо перед тем, как отрисовывать новое, стирать старое. Давайте это сделаем. Давайте попробуем. Ну да, все двигается. Что я порекомендую вам еще добавить сюда, вы можете также добавить функцию, которая добавляет изометрию угол, менять этот угол. Тогда у вас будет вращение, правда не полное, только изометрическое. Также вы можете добавить изменение вот этого зума, изменение, можете домножать z тоже на переменную какую-то. То есть изменение z. 5 бонусов набрать несложно. Ну, по большому счету, я думаю, что здесь можно закончить. Еще учтите, когда вы здесь вызываете, что эта функция включается по вызову, по нажатию любой кнопки. То есть в данном случае мы не проверяем. Если бы я нажал что-то кроме, у нас бы просто адресовалось бы то же самое. Да? То есть старайтесь не делать лишнюю работу компьютеру и отлавливать нажатие кнопок, которые у вас не используются, и просто выходить из функции сразу. Ничего не отрисовывая и не стирая, чтобы не делать лишнюю работу. Но в целом все. Всем спасибо за внимание. Удачи с проектом.